Рязанская область. Роща на берегу Оки, близ села Коростово. На этом столетнем дубе на высоте 18 метров уже третий год живет семейная пара Коршунов. За их жизнью наблюдают ученые Барановский Антон Валерьевич и Иванов Евгений Сергеевич. Несколько дней назад у Коршунов вывелись птенцы. Разница между старшим и младшим приблизительно неделя. Маленькие коршуны покрыты белым пухом. Гнездо коршуны строят из веток и выстилают тряпками, клочками бумаги, мусором. Не очень искусно, но прочно. Главное условие для строительства – наличие высокого дерева и водоем поблизости. Оперение коршуна коричневое, голова белесая. От всех хищников своего размера отличается треугольной вырезкой на конце хвоста. Во взгляде ни суровости, ни злости, а скорее какая-то простота. Голос тоже не похож на голос хищника. Негромкий, дрожащий свист с явным оттенком нежности. Коршуны подвергаются необоснованным гонениям, расплачиваясь за чужие провинности. Унес ястреб со двора цыпленка – коршун. Поймал болотный лунь на пруду утенка – опять коршун. На самом же деле коршун робок перед птицей, защищающей потомство. За птенцами на земле и воде он охотится крайне редко. В воздухе он и вовсе поймать никого не может. Зато коршун великолепно ловит сусликов, полевок, мышей. Весной вместе с грачами следует за трактором, где хватает вывернутых из земли грызунов. Ловит также лягушек и ящериц. Подбирает трупы змей. Мирные птицы за серьезного врага его не принимают. Воробьи в стенках его жилья устраивают свои гнезда, совсем не опасаясь этого хищника. Береговые ласточки, увидев коршуна в воздухе, продолжают заниматься своими делами. Меняют птицы отношение к коршунам только на несколько дней, когда слетки покидают гнездо. В этот период родители летят навстречу коршуну и гонят прочь. Вот и дрозд-деряба атаковал. Серые цапли позволяют коршунам жить в своих колониях, где те подбирают упавшую на землю рыбу и вывалившихся из гнезда птенцов, которые в любом случае обречены на гибель. Коршуны-падальщики, а значит санитары. Сами охотятся очень редко, часто парят над водоемами, высматривая в воде или в траве мертвую рыбешку. Очень любят летать вдоль дорог и подбирать сбитых машинами животных, любят искать еду на свалках. Но стоит к найденной коршуном падали приблизиться птице крупнее его размером, коршун трусливо отступит и будет выжидать в сторонке, когда конкурент уйдет. В полете коршуны медлительны и неутомимы. Эти птицы способны практически четверть часа без единого взмаха крыльями красиво парить в воздухе, при этом просматривая в поисках падали километровый участок земли. С самого первого дня жизни родители кормят малышей кусочками мертвечины, грызунами, гусеницами. Гнездо коршунов неприятно пахнет, потому что на дне всегда гниют остатки пищи. Птенцы часто дерутся. Старшие отнимают пищу у младших. С пропитанием младшим приходится туго. Но иногда младшие умудряются отнять у старших, когда те не голодны. Чем взрослее птенцы, тем умнее. При вторжении непрошенных гостей самые старшие притворяются мертвыми. Вот и сейчас один затаился. Такое поведение типично для трусливых коршунов. И притворяются они до тех пор, пока не поймут, что все попытки обмануть пришельцев тщетны. Коршуны – интеллектуальные птицы. Они назойливо будут кружить над рыбаком, возвращающимся с рыбалки с хорошим уловом. И никогда не последуют за рыбаком, который только что отправился на рыбалку.
Коршуны способны отличить охотника от обычного человека и вовремя скрыться от опасности. И никогда не появятся больше в тех местах, где были серьезно напуганы какими-то подозрительными происшествиями. Причем коршун хорошо запоминает охотника и будет скрываться от него, даже если встретит этого человека потом уже без ружья. В возрасте 5-6 недель молодые коршуны начинают перебираться на ветки. Свой первый полет они совершают в возрасте 42-45 дней. Когда в середине лета молодняк поднимается на крыло, собираются коршуны в сотенные стаи, чем отличаются от других хищников. В теплые страны улетают в августе, чтобы будущей весной вернуться для разведения потомства в края, где когда-то родились.